дисклеймер делаем, не забудьте, венчур крайне рискованный. То есть стартап — это такой проект, где как бы ошибки — это часть процесса. У меня вот ошибка есть. Я в один проект зашел 10 тысяч, он вырос в 10 раз, а в другой проект зашел 100 тысяч, он умер. Вот если он просто умер или застрял, вообще все равно, по какой оценке вы зашли. Будучи являясь инвесторами Хиксфильда, они недавно отказали по продаже Мете Цукербергу. Да, это Ерзат заявлял, да. Эксперт номер 1 по AI в Казахстане. Лучше него никого нет. Задача венчурных инвесторов – это инвестировать в самых лучших предпринимателей. Очень часто, да, пытаются сравнивать стартапы разных стадий. Это неправильно. Есть определенный роудмап жизни стартапа, который говорит, что до раунда A он должен сохранить, фаундер, свои 50%. Профессиональный венчурный инвестор на борту – это очень большой плюс. Он очень сильно поможет. Америка на САСе спустилась до 5-7, а у нас осталось 10-15. То есть у нас сейчас оценки выше, чем на рынке США. Спасибо вам большое, что уделили время. Это для меня очень ценный подкаст. Я, честно сказать, очень сильно волновался, когда приходил, готовился ко всем этим вопросам. Я еще за 3 недели всю эту информацию изучал. Участвовал в сессиях и участвую в сессиях онлайн, офлайн, которые у вас есть, потому что если мы говорим о том, куда движется венчурный рынок, вы одни из тех, которые этим рынком движут, по крайней мере, впереди всех, и мы со стороны Узбекистана, Таджикистана на это все смотрим и восхищаемся, и хотим также совместно или там что-то дотянуть, чтобы сюда приезжать и, соответственно, что-то делать. Спасибо большое. Как я сказал, мы начнем с очень таких базовых моментов. Все же тему, которую сейчас обсуждали, это ангельские инвестиции. На данный момент, получается, вы инвестировали в 90 проектов, вы в более 60 проектов. И интересно было бы узнать, какой вывод на данный момент, исходя из этих инвестиций, вы сделали. То, что, получается, у вас 10 лет промежуток, получается, прошел, у вас это с 2021 года все это началось, инвестиции. Есть ли какой-то, я не знаю, вывод, который вы сделали в течение всего этого инвестиций? Безусловно. И я бы сказал, не один, их много таких выводов. Потому что если посмотреть даже на себя со стороны, да, там 10 лет назад и сейчас, это совершенно два разных Мурата. Да, то есть, вот, и были и неудачи. И, кстати, я хочу сказать, неудачи, наверное, они именно и обучают, и учат. И много разных кейсов было. Вот, и каждый кейс, как бы я смотрю, для меня это прям вот повод сделать вывод себе, да, на будущее. И таких выводов набралось очень много. Сначала, как бы я же тоже, как бы вот как предприниматель, тестировал, все пытался проверить сам эмпирическим путем. Вот, это по поводу стадий, да, то есть я пытался инвестировать там на более поздних стадиях, потому что считал, что это типа, более надежно, то есть и для себя такую поставил границу от седа до раунда A, вот, и на раунде A там инвестировал, и потом даже протестировал модель, связанную с поздними стадиями, это типа pre-IPO самые различные, да, тоже оттестировал, вот, и попал вот в эту венчурную зиму, да, когда как раз проекты поздних стадий свалились по оценке, я там даже потерял деньги, благо я заходил небольшими чеками, потому что для меня это был типа тест, вот, но очень хороший опыт для себя сделал. Мне вообще заходить на поздней стадии, честно говоря, не очень понравилось, потому что никакого, как сказать, диалога с проектами, с основателем нет, это практически то же самое, что покупка там ценных бумаг, да, то есть больше ничем не отличается. А меня всегда венчур привлекало на тем, что можно общаться и разговаривать напрямую с фаундерами, вот. И это возможно, в принципе, до раунда A, наверное, скажем так, если вы, конечно, не инвестируете там десятки миллионов долларов, вот. И что также второй вывод я сделал, что вот теперь уже, когда позднее, сейчас вот с развитием AI и стремительным ростом стартапов, как бы мы прям вот переориентировались и на пресид тоже. Потому что стартапы взлетают очень быстро, у нас уже появился большой опыт собственный, и мы можем уже достаточно неплохо отбирать проекты даже на ранней стадии. Вот, и это дает очень большой эффект. Именно это. То есть рост 5 иксов за год от преседа до седа, это как бы как здравствуйте, очень легко, да, это стандартная схема. Попробуйте получить там 5 иксов там после седа и в год. Сложнее, там 2 икса выживают, там уже хорошо, а после раунда A там, еще сложнее. Как бы, да, с каждым этапом уже сложнее и сложнее. Да.
Вот, ну, и много других очень выводов там. И по основателям, допустим, я себе сделал вывод, что там, ну, по возрасту, например, да. Ага. Меня так критикуют, но тем не менее. Есть То какие-то есть, бенчмарки по возрасту? да, например, там мы работаем где-то, я стараемся там с 28, раньше до 40, теперь, ну, до 45 где-то поднимаем. Вот. Ну, почему до 28? Потому что, ну, бизнес это не только там предметное знание, там технологии, но это умение работать с людьми, с клиентами, умение собрать команду, то есть то, что нарабатывается с опытом. И далеко не у каждого выпускника там университета такой опыт есть. Вот. А как бы не очень хочется, чтобы стартапер тренировался на твоих деньгах, потому что они у меня личные, да, не чьи-то. Да, я к ним отношусь достаточно трепетно. Получается, от 28 лет вы рассматриваете? Да, а почему там 40 плюс это тоже для меня где-то красный флаг, за исключением случаев, когда там уже серийный там какой-то венчурный фаундер, потому что если этот человек ранее не занимался бизнесом, да, или для него это первый проект, то человек уже имеет свой опыт, и этот опыт, он в том числе начинает не только помогает, но и мешает. Мешает в чем? Мешает признавать. Люди, бывает в этом возрасте очень сложно признать свои Консервативнее ошибки. становятся. Да, тяжело, иногда болезненно признают. А венчур, то есть стартап – это такой проект, где как бы ошибки – это часть процесса. Это нормально. И надо их просто признавать, еще написать там десяток гипотез и двигаться вперед. А вот они упираются, и тут, я не знаю, свою ошибку добивают там годами, пытаются всем кому-то что-то доказать. Вот. Но это же, опять же, это же не всегда есть, то, что я вижу на рынке, и те выводы, которые делаю. Это на самом деле интересный бенчмарк, потому что сейчас, например, да, на рынке активно стартап-тусовка, это молодые ребята, и многие там, условно таки, в Узбекистане вкладываются в тех, кому зачастую не до 28, условно таки. И это, мне кажется, ну, бенчмарки есть по миру, да, YC там, условно таки, тоже рассказывает о том, в каких возрастах чаще всего инвестируют и какие успешные кейсы выходят, если там фаундер от такого-то до такого-то возраста. А бенчмарки по региону, по крайней мере, пока никто не давал. То есть нет такого исследования количества успешных фаундеров по возрасту. Ну, это же просто тоже не правило. Допустим, у нас есть замечательный проект Квака, то есть основатель пришел 24 года, и да, у него не было достаточно опыта, но Наби, как он быстро учится, просто невероятно, да, и как он быстро получает этот опыт, просто меня тоже это поразило, я с удовольствием его профинансировал. Это как бы, ну, это вот эти красные флаги, они же не означают, что это прям вот запретное инвестирование. Это означает, что это надо к этому моменту приглядеться, посмотреть. И набор красных флагов уже может сказать, да, наверное, лучше я подожду и посмотрю, что у вас дальше там будет происходить. У вас, получается, больше всего сейчас акцент пошел на то, что в регионе творится, то, что в региональных фаундеров вы инвестируете, а вы очень часто инвестируете не только в регион, ну, в целом в оба, но у вас в портфеле очень много зарубежных проектов. Какие у вас выводы в этом направлении? Ну, у Мурата все равно большинство за рубежом, я бы сказал, да. Это, ну, в том числе и из Центральной Азии стартапы, да. Ага. Я выбрал такую стратегию. Я максимально диверсифицируюсь, то есть 90 плюс инвестиций и на разных стадиях. Я в основном инвестировал через разные ангел-сообщества и синдикат-клубы по всему миру. Это относительно стало доступным тоже недавно, буквально вот с 19-20 года стало возможно с кем-то присоединяться, более опытным фаундером, более лучшие проекты и дотянуться, неважно там с какой страны вы находитесь, с небольшим там чеком, начиная от 10 тысяч долларов. Мой средний чек от 10 до 100 тысяч, в среднем 30 среди всех проектов. 50% у меня сид, pre-seed, 30% серия А, growth stage и 20% pre-IPO, который вот тоже Мурат затронул, да. И у них у всех, то есть венчур он большой, от супер ранней стадии до поздней pre-venture, да. Если ранняя стадия это 7-10 лет можно в этом проекте находиться, growth там это может там 5 лет, pre-IPO это 2-3 года, да. И везде своя стратегия в подходе. То есть я зашел в эту индустрию, зашел с разными синдикатами, ангел-сообществ, которые на разных стадиях инвестируют. Там, и просто очень быстро понял, как все работает. И везде свои стратегии, везде свои законы. То есть инвестор, он не может быть и экспертом и в pre-IPO маркете, там, и в Series B growth маркете, и там в ранней стадии. Как правило, они там сегментируются.
Мы вот сейчас с Муратом и MA7 чем занимаемся? Наша основа это от преседа до Series A, но наши портфели и опыт предыдущий, то есть мы и там были и поняли, где хорошо, где плохо, да, то есть Мурат уже затронул late stage, он напрямую сильно привязан к публичным рынкам, к геополитике, к большой экономике и очень быстро повторяет мультиплы и все, что происходит на публичных рынках. Series A и до, он отдельной жизнью живет, да, если эти проекты созреют, внешняя среда совсем другая будет, да, и чтобы выиграть, то есть выиграть, я говорю, задача венчурных инвесторов – это инвестировать в самых лучших предпринимателей. И чтобы эти предприниматели выигрывать, то есть взяли деньги у тебя, тут свои подходы, нежели там в pre-IPO ты там secondary покупаешь у кого-то с рук или там как-то каким-то путем через брокеров находишь путь, чтобы зайти в тот или иной проект. И основные выводы, наверное, вот для тех, кто хотел бы в эту индустрию войти, это первое – это диверсификация, потому что это самый рисковый класс активов из всех, которых есть. Поэтому очень важно там, не все яйца класть в одну корзину по всем классам инвестиций. И в венчуре тоже не все в 2-3 проекта. Специалисты говорят то, что хорошая диверсификация, вот именно про раннюю стадию, что мы говорим, это 30-40 проектов. Следовательно, чтобы зайти в 30-40 проектов, вы должны свой средний чек или вот состояние, с которое вы хотите инвестировать в этот класс активов, разделить на 30-40, лучше на 50 и аккуратно одним тикетом заходить. А самая главная ошибка – это одним чеком во все проекты. Да, у меня вот ошибка есть. Я в один проект зашел 10 тысяч, он вырос в 10 раз. А в другой проект зашел 100 тысяч, он умер. И мой один успешный проект перекрывает только один, а мог 10 перекрыть. Да? Тоже это все приходит с опытом. Но хотя, когда я учился, я очень много читал и литературы, и всю статистику смотрел. И все говорили одним чеком. Но эмоционально тебе кажется, вот это точно будет, сюда надо больше положить. А на самом деле это так не работает, да, на дистанции. Да. Еще могу добавить вот для таких, скажем, инвесторов, которые только хотят или только начинают, да. Во-первых, конечно, желательно поучиться, да, поучиться и коллективным инвестициям в каком-то из клубов, да, потому что, чтобы кто-то помогал и направлял. Потому что ошибки, на самом деле, у всех одинаковые примерно, да, и они повторяются из года в год, одни и те же. И вероятность, скажем, потери денег не просто высока, крайне высока. Вот. И чтобы снизить ее, конечно, лучше будет где-нибудь год-два потренироваться, получить какой-то нетворк, да, чтобы можно было узнать третье мнение. Я всегда рекомендую лайфхак, когда уже вам все, вам проект нравится, основатель нравится, вам все нравится, и вы уже там деньги ляжку жгут, вы готовы все выложить тут же, да, всегда, во-первых, остановитесь, да, дайте хотя бы неделю там остыть, да, и чуть-чуть, да, подождите, за неделю ничего не случится, со стартапом никуда он не убежит, не волнуйтесь. И второе, найдите все-таки профессионального инвестора и покажите ему проект. Он не будет вас даже отговаривать, он просто вам его покажет с той стороны, с которой вы даже не подумали. И вы дальше сами будете принимать решение, инвестировать или нет. Я в свое время, когда начинал, мне именно так, мои друзья так говорили: Мурат Владимирович, подождите, давайте мы вам сейчас просто его посмотрим, вы пришлите к нам. Я присылаю, он говорит, они так раскладывают. Я думаю, я же туда готов был инвестировать, а туда инвестировать нельзя. Да. И сейчас вы сказали, что с 2019 года появилась такая возможность выйти к другим инвесторам, соинвестировать. И, соответственно, сейчас, например, условно таки возьмем тем людям, предпринимателям, которые готовы инвестировать определенный чек в стартапы, и у них нет опыта и комьюнити, по крайней мере, в тех рынках, которые эта экосистема только развивается. Им куда идти? Мы рекомендуем идти в ангельские клубы. Да. Первое, что они получают, что, как правило, синдикатор – это инвестор с большим опытом. И, как правило, он сам лично участвует в инвестициях в проект. И что получает при этом не очень опытный инвестор? Он получает, во-первых, снижение риска благодаря тому, что этот проект уже отобран более профессиональным инвестором. Он получает возможность небольшим чеком зайти в проекты, да, уже таких стадий, допустим, седа. Допустим, если чек $10 тысяч, да,
то с таким чеком даже на пресиде уже никого не берут, на самом деле, не говоря про сид. А так есть возможность зайти на сиде, да, уже с подтвержденной моделью, бизнес-моделей. Вот, потому что клубы, вот у нас, допустим, клуб, он работает с чеками, там, начиная с $300 тысяч в основном. Это, получается, собирается среди инвесторов, которые Да, есть? да, то есть мы собираем там где-то 30, наверное, 20 инвесторов. Иногда вот последний Хиксфилд мы собрали там 50 плюс инвесторов. Вот. И таким образом и появляется возможность инвестировать в качественные проекты. Кроме этого, значит, это возможность обучения deal by deal. Да, когда мы проводим встречи, то есть там онлайн-встречи непосредственно с фаундером, какие-то вопросы есть возможность задать, да. Вот. Иногда мы также по просьбе наших членов клуба делаем разбор уже без фаундера, когда мы объясняем, а почему именно мы выбрали этот проект. Вот. Мы объясняем, какие риски есть в этом проекте, они всегда есть, это венчурный проект, и какой апсайд есть, и вот это соотношение риска к апсайду полностью раскрываем и объясняем. И как бы вот для многих участников клуба это очень ценно. Это как раз вот обучение, тренинг, как принимается решение на самом деле, какая последовательность. Вот. И третий момент, конечно, очень важный, это нетворк. Да? Мы проводим различные ивенты, когда люди готовы друг с другом знакомиться. То есть они таким образом знакомятся и со стартаперами, они знакомятся с инвесторами друг с другом, да? Могут получать какие-то фидбэки, могут получать инсайты с рынка, а рынок венчуров – это исключительно инсайт. Вот. Это крайне важные все моменты. Извини, я твой хлеб ел. Нет, все правильно. Если вот добавить два основных момента. Венчурная индустрия – это инсайдерская индустрия. Да, если ее сравнить там, с фондовым рынком, инсайдер-трейдинг противозаконен. Да, ты в тюрьму пойдешь, если ты по инсайду торгуешь. А в венчуре все самые крутые сделки – это инсайд. Да? То есть все самые топовые фаундеры, если они начинают свой стартап, они там по 3-4 звонка самым большим вечером звонят, все, они свой раунд закрыли. Да? Потом, если не получается, идет к инвесторам похуже, потом ко всем новичкам. Да? И если к вам пришел стартап, и вы новичок, это не означает, что вам повезло, означает, что другие уже отказали. Значит, он всех прошел, что к аутсайдеру рынка пришел. И за счет, я сам в основном через ангельские клубы проинвестировал все свои проекты, я хорошо знаю. То есть легче туда прийти и, учитывая их там многолетний опыт и их нетворк, получить доступ к тем стартапам. Потому что если вы вот так выйдете, я появился инвестор, к вам никто не будет идти. Да. Нужно много лет потратить, вложить в свой репутационный капитал, чтобы к вам приходили. Да? Поэтому это первое, шорткат, доступ к хорошим проектам. И второе, это про диверсификацию, то, что я говорил, 30-40 проектов нужно диверсифицироваться, чтобы более-менее безопасно себя ощущать. Следовательно, с чеком от 10 тысяч за 400-500 тысяч долларов можно эту диверсификацию получить. А если напрямую инвестировать, на пресиде там ангельский чек, наверное, от 50 тысяч долларов начинается. Следовательно, 50 умножить на 40 намного больше. Цена входа снижается в ангельских синдикатах. И сейчас, получается, мы говорили о том, что там к начинающим ангелам приходят проекты, стартапы. А как, условно-таки, стартапам выбирать ангела? То есть, если там он напрямую хочет инвестировать. Смотрите, как это происходит? Для стартапа, для фаундера, в первую очередь, деньги, они у всех одинаковые. В первую очередь ему нужно тот опытный человек, который может его направить и стратегически, то есть, как правило, у инвесторов очень большая насмотренность. Мы десятки, сотни проектов смотрим там ежегодно, да, и мы видим все направления, все тренды, и можем сказать, это туда не иди, там десятки уже если коротко закрылись. Сказать, что инвестор может дать, кроме денег? Кроме денег, да. Потому что деньги у всех там, тенге, суммы, доллары, они одинаковые, ничем не отличаются. А кроме денег инвестор что дает? То есть, что мы даем? Да? Мы даем, во-первых, консультируем, да, с точки зрения, в первую очередь, стратегической. Да? То есть проводим стратсессии, помогаем определиться со стратегией, консультируем по стратегии фандрайзинга, помогаем с нашим нетворком, а у нас очень богатый нетворк, да? То есть нас всех знают, и мы всех знаем.
Вот. И, соответственно, кроме этого, то есть мы являемся еще сигнальным инвестором на рынке. То есть если мы инвестируем, как правило, дальше уже с поднятием денег проблем стартапа обычно не существует. Да? То есть люди с удовольствием заходят уже там в проект, который мы как бы тоже уже зашли. Вот. И это такие плюсы, они очень серьезные. А если мы сейчас говорим о том, что это все происходит на рынке Казахстана, и он очень далеко пошел за последние несколько лет, это одно. А как в регионе, например, там то же самое в Кыргызстане, Узбекистане, как там привлечь ангельских инвесторов, если там какие-то клубы? Например, если в Казахстан, то можно прийти к вам, условно. А там? Ну, к нам приходят фаундеры вне зависимости там, от национальности или там, где они регионально живут. Мы смотрим на те, какие проекты они делают и какой у них потенциал роста этих проектов. Да? Из 10 проектов, которые мы профинансировали, половина, они вообще не казахские. А регионально? Если говорить именно вот Центральную Азию. Ну, в Центральной Азии, как вы смотрите, вот ангельские сообщества, да, самое сильное это Алмата, наверное, да, вот, ввиду, уже исторически так сложившись. У нас, собственно говоря, как уже говорил, и государственных-то денег почти нет на рынке. Вот, из этих там 76 миллионов, которые в прошлом году проинвестированы, там государственных, может, там несколько миллионов всего и все. Все остальные деньги частные. И мы так и привыкли жить и работать здесь, да. Вот. И поэтому мы говорим о важности развития ангельского инвестирования во всех регионах. И в Узбекистане мы видим все-таки подавляющий объем это государственное финансирование, государственное. Это важно, очень и нужно, но развивать частные инвестиции тоже крайне важно. Для того, чтобы потому что ангелы, кроме того, что они дают деньги, они помогают своим опытом, своими знаниями. То, что называется door opener, да, то есть у них есть много своих связей, они открывают двери в компании enterprise уровня, они помогают, да, мы, наверное, чуть позже остановимся там на мотивации для ангелов, что это, да, и поподробнее поговорим на эту тему. Но эта помощь, она, особенно на pre-seed, крайне важна. А вот сейчас, если мы говорим о том, что есть красные флаги по стартапам, которым ангелам не стоит заходить, а какие красные флаги у ангелов, чтобы стартапы практически, то есть, условно таки, отказались от инвестиций от этого ангела? Что должно быть, чтобы стартап сказал, не. Ну, это, Мурат, у вас целая полуторачасовая лекция, по красным флагам. Поэтому там аспектов очень самый важный очень много. В данном случае red флаги по отношению к инвестору, я так понял. К отношению инвестору. Не к стартапу, а наоборот. Да, наоборот. Мурат, может, вы скажете, да, я скажу. На самом деле, смотрите, когда рынок развивается, да, то на рынке появляются так называемые токсичные инвесторы. Но они токсичны не потому, что они сами по себе такой характер, у них нет. Просто это инвесторы, которые переходят из традиционного бизнеса, и у них есть определенный свой майндсет, да, который уже там традиционный, обычный. Да. Они привыкли работать так в этом бизнесе, особенно там бизнесмены там из 90-х, да, и, соответственно, они пытаются перенести этот свой опыт в предпринимательстве на сферу венчура. Но я хочу сказать, что, к сожалению, а может и к счастью, да, этот опыт, да, обычного бизнеса, он для венчурной индустрии нерелевантен. Он не годится, грубо говоря, потому что здесь очень серьезная своя специфика. И что мы видим, да, что стартаперов пытаются отжимать по оценке. Да, и мы даже очень много вопросов задают нам стартаперы, да, и ангелы тоже. А как оценить стартап на ранней стадии? Это действительно вопрос непростой на самом деле, да, потому что, еще трекшн может быть небольшой, да, и в то же время и все говорят, за что, почему он стоит там 2-3 миллиона, там ничего нет, да, там вообще, то есть, разве так? И мы говорим, знаете, у стартапа две судьбы, да, либо он там взлетел там и, к примеру, там, 10 иксов получил, да, это первая судьба. Вторая судьба, он там или застрял где-то, или просто умер, да. И если он просто умер или застрял, вообще все равно, по какой оценке вы зашли. Можно не переживать, вы все равно потеряли деньги. Теперь смотрите, а по какой оценке надо правильно заходить, чтобы, увеличить вероятность того, что стартап там, скажем, да, взлетел. Потому что вероятность того, что он умрет, намного больше всегда. Да, к примеру, возьмем, допустим, наши центральноазиатские условия, конкретно Казахстан, мы его лучше знаем, что у нас вполне возможен там региональный экзит, да, там, с чеками 30-50 миллионов долларов. У нас уже проходят такие экзиты. Это нормальный размер для Казахстана. И и мы смотрим на оценку, допустим, там, на pre-seed заходить по оценке 2-3 миллиона. Я хочу сказать, заходить по 2 миллиона или по 3,
без разницы. Вот если ты выходишь 30-50, это бинго. Вот. И теперь как же определять все-таки эту оценку, да? То есть есть оценка, это вот лично я думаю, есть два вида оценки. Первый это бенчмарк, да, когда мы всегда смотрим, а сколько же такие стартапы стоят на рынке из предыдущих сделок, на соседних рынках сделки, да? Вот, и примерно по бенчмарку пытаемся оценивать. Очень часто, да, пытаются сравнивать стартапы разных стадий. Это неправильно. Допустим, говорят, а вот там прошло IPO, и это IPO прошло вот с такими-то, да. Ну, вот нельзя оценивать вот этот бенчмарк на, скажем, на IPO, да, уже компания в совсем поздней стадии или стадии B, D, да, с пресидом и сидом. Оценки сильно отличаются, потому что очень разные стадии. А насколько регион влияет на это? Регион раньше сильно влиял, да, но теперь как бы такого влияния нет. Теперь у нас вообще парадокс получился. Если раньше, скажем, в США давали там, к примеру, коэффициент, ну, еще до кризиса, да, вот в венчуре там 30, да, то у нас было там 10, да. Потом американские, вот в Америке там, ну, везде случился кризис, Америка на САСе спустилась до 5-7, а у нас осталось 10-15. То есть у нас сейчас оценки выше, чем на рынке США. Но это от бизнес-модели зависит. От бизнес-модели. Стартапа. Да, и вот этот коэффициент, он часто зависит еще от динамики. Да, то есть month to month growth rate. На самом деле это все зависит от того, есть ли вот этот product market fit или нет. Такая вот, ну, неочевидная задача. Вот. Так вот, очень часто вот этот traction, да, какой бы мы к нему там не применяли коэффициент, он все равно очень небольшой, да, и там компания получается, там, может, 500-600 тысяч. Ну, и как бы для инвестора хорошо, да, сейчас я там заберу за 100 тысяч сразу 20%, но это неправильно, потому что вот есть определенный роудмап жизни стартапа, который говорит, что до раунда A он должен сохранить, фаундер, свои 50%. И если даже он размылся больше, как правило, фонд заставляет всех акционеров подвинуться и вернуть эту долю фаундеру. Иначе серьезный фонд заходить не будет. Вот. Я лично как бы вот участвовал, когда меня вот так вот двигали, никуда не денешься. Потому что, ну, вот такие там профессиональные фонды, они вот такое требование есть. И, соответственно, чтобы там пройти несколько раундов до раунда A, нужно, чтобы на пресиде, вот на первых инвестициях, они желательно бы не превышали 10%. И тогда мы смотрим вот эту оценка снизу, да, а сколько надо вот денег стартапу, чтобы он, в принципе, дожил вообще до следующего раунда. Да, и, к примеру, мы говорим там, ну, к примеру, 1 год, да, и мы смотрим, например, в условиях Алматы, а сколько ему надо денег, чтобы он там прожил. Ну вот по алматинским там расценкам, зарплатам, арендам где-то $200 тысяч надо, да? Вот, и тогда мы получаем оценку в 2 миллиона. На 10%? Да. Да, вот, и вот это, и понятно, и когда мне говорят инвесторы, да, он же не стоит столько, так коню понятно, что не стоит. Я же тоже не идиот и не дурак. Я же понимаю, что он не стоит, но у него есть потенциал роста. Если мы видим этот потенциал в стартапере, в самой модели, мы видим, что этот стартап может вырасти за год в 5, в 10 раз, да, поэтому мы туда вкладываемся. Если мы не видим этого потенциала, тогда и за 500 тысяч туда не надо заходить, понимаете? А потенциал имеется в виду в каких-то динамике роста? Нет, потенциал мы видим в чем? В самой модели, что заходит, допустим, да, речь там, или AI идет какой-то, да. Мы смотрим опыт стартапера, да, допустим, какой у него предыдущий, да, если у него за плечами уже там пара проектов есть, да, и он такой опытный, мы ему верим, да, то есть это вот как бы такой комплекс, вот. Либо уже есть какая-то, скажем, трекшн есть, он пускай не такой большой, но динамика очень хорошая, например, 3 икса в месяц, да, вот там 2 икса в месяц, то есть удвоение продаж ежемесячного идет, да, то есть это означает, что найден product market fit, и теперь только надо добавить деньги на скалирование, на масштабирование, и он полетит, да, может быть даже это не такой большой, да, но вот динамика сама очень хороша, и мы видим, какие клиенты, да, что это крутые клиенты, этот сегмент клиентов, смотрим на эту боль на рынке, да, что эта боль, она для всего рынка. Смотрим географию этой боли. А эта боль где? Только в Казахстане? Нет, она и для Узбекистана это тоже боль, и для Азербайджана, и для Грузии, и для Европы, и для Мены это тоже, она боль существует, географию. Смотрим, что происходит с этой болью. Она становится дальше меньше или больше, да? Какой тренд? Да, она там будет увеличиться, разные бывают. И вот это все влияет на оценку эту. Но если вы не уверены и думаете, что вот он действительно не стоит и нет всего этого, тогда вообще не надо заходить.
А все же, если вернуться к теме именно красных флагов, которые стартап должен видеть в инвесторе, это один из них, это большая доля, которую он просит в начале? Ну, да, то есть в первую очередь, конечно, нужно смотреть, вот что может он дать, кроме денег, да, какую помощь, поддержку, опыт. Потому что профессиональный венчурный инвестор на борту – это очень большой плюс. Он очень сильно поможет и в планировании, и в фондировании, и в консультировании, да, то есть это прям, ну, это серьезная очень поддержка. Вот. А вот непрофессионального, ну, скажем, инвестора, который никогда этим не занимался, может прийти очень серьезная головная боль. Когда он не понимает, как это происходит, да, и он начинает влазить в операционную деятельность, чего венчурный инвестор никогда не делает, да. Мы, допустим, никогда не лезем в операционку. Если уж там операционка такая вот кривая, да, ну, самим туда влезть и исправлять, нет. Это не работает, значит, проект все равно умрет. Не надо туда лезть. Значит, не надо было туда инвестировать изначально. Вот как бы надо смотреть, очень важно на самого человека, да, как бы очень хорошо иметь на борту все-таки вот профессиональных инвесторов, да, как бы типа лид-инвестора, да, который задает правила правильной работы для всех остальных. Вот, и тогда все происходит ровно. Ну, еще красным флагом является, конечно, это, скажем, ну, надо понять вообще источник происхождения денег у инвестора. А В как наших это понять? странах он бывает разный. Да. Ну, это не так сложно, на самом деле. Посмотрите, если это бизнесмен с большим опытом, с хорошей репутацией, посмотрите про репутацию. Если там какие-то скандалы были связаны, может, лучше и не связываться. Вот, посмотрите, на чем он заработал деньги. Если это непонятно, неизвестно, или это бывший там сотрудник там, государственной организации, да, или квазигосударственного сектора, да, ну, бывает и в квазигосе тоже там честные, много людей, которые зарабатывают, топ-менеджеры, это одна история. Вот. Ну, в общем, нужно смотреть, это не так сложно, все понимают, все знают. Да, рынок маленький еще. Да, нужно понимать, то есть, потому что, я говорю, вот когда вы подбираете инвестора, вы подбираете себе бизнес-партнера на следующие там 5-10 лет. И главное, что у вас должно быть, у вас должны совпадать ценности. Если у вас ценности не совпадают, то это значит, что конфликт не за горами. Потому что пока все хорошо, все довольны. Но в бизнесе так не бывает. Это всегда по синусоиде вот так идет, да, то пусто, то густо. И вот когда будет пусто, вам человек, который, скажем, никогда не занимался сам бизнесом, непонятно, как деньги заработал, он вам предъявит. И стартап может это не пережить. А насколько часто это бывает, что там непрофессиональные ангелы заходят в стартап, куда, например, которые к вам приходят? Например, пришел стартап, а там на борту есть непрофессиональный инвестор. Так бывает. Бывает периодически, то есть приходят, там они уже где-то что-то профинансировали. Вот, потому что мы часто не заходим на ранней стадии, мы смотрим, чтобы стартап все-таки подтвердил свой market fit. Для нас это такой один из важнейших критериев. И они приходят уже на борту с ангелами. Ну, сейчас как бы вот у нас уже выработались определенные правила на рынке, и все более-менее нормально. Но еще несколько лет назад мы часто видели, что приходит проект, и там как бы инвестор заложил кучу токсичных условий. Вот. Но мы как бы просто приглашаем инвестора, встречаемся с ним. И очень в мирной обстановке, очень доброжелательно объясняем, что почему вот это неправильно, почему надо двигаться вот так, так и так. И инвесторы, они на самом деле это умные, грамотные люди, они, как правило, понимают. У нас не было еще случая, чтобы кто-то там сказал бы, ну да пошли вы все нафиг, будет вот так, как я сказал. Нет, такого не было. Как правило, инвесторы как бы понимают, мы с ними обсуждаем стратегию, все, что как дальше будет. Наоборот, они потом приветствуют и просто буквально переписывают все документы. Нормально. То есть я бы еще добавил, вот почему профессиональные там фонды не заходят, когда слишком маленькая уже доля фаундера, допустим, вот на Series A там меньше 50% у founding team, да? Потому что вот стартап, он 10 лет существует, и там каждый год, каждые 2 года он дополнительно финансируется. Это и есть вот эти стадии. Pre-seed, seed, A, B, C, D, E, F, там IPO. IPO – это не конечная игра. IPO – это тоже очередной раунд финансирования. IPO – это когда инсайдеры не финансируют, мы соберем денег со всех участников рынка в публике. Да? Это очередной раунд инвестирования. И так вот, если у вас меньше 50% на Series A, а вам еще продавать B, на B еще 20% продавать, на C еще там 10-15% привлекать, потому что если ваша бизнес-модель растет и рынок вам позволяет расти, вам легче привлечь дополнительные средства, чтобы еще больше увеличить свою выручку, еще больше увеличить свою капитализацию. Да? Это все примеры, которые мы знаем. Там Facebook, Amazon. Amazon сколько лет был неприбыльный, после IPO он только там первую EBITDA что-то показал. Да?
И такие вот стартапы, вот Facebook, они выходят на IPO, и у фаундера остается там 7%, 10, 15%. А представляете, если бы он рано продал, и фонды видят то, что ему уже продавать нечего, ему капитализацию свою расти не на что. И, наверное, если вот резюмируя вот эту тему, то бизнес вот фондового рынка или прямых инвестиций, private equity, то есть это купить недооцененный актив и продать дороже, да, то есть это купить акцию дешевле, продать акцию дороже. То финансирование в стартапы – это не купить подешевле, а продать подороже. Это найти талантливую команду, талантливую бизнес-модель, которая может 100 раз, в 1000 раз вырасти. И неважно, вы по оценке миллион или по оценке 5 миллионов зашли, если она вам даст 100 иксов, да, 1000 иксов. То есть тот же Facebook, да, почему он остается там 2-3 икса к году растет. Посмотрите его цену IPO и сейчас цену. С IPO они уже там 100 иксов сделали. Это уже они весь путь прошли и дальше идут. И еще сколько они иксов могут сделать. Да. Я хочу сказать, что токсичны бывают не только ангелы, фонды. Потому Да, что, мы это к этому хотел привести. Да, потому что фонды тоже же, они у нас нет такой истории в нашем регионе, что у нас там венчурные фонды 20 лет работают. Они тоже там живые люди, которые имеют совершенно свой там уникальный какой-то опыт, да, но не связанный с венчуром. И у нас были кейсы, когда приходили после раунда инвестиций с фондом, приходят, и мы видим там тоже такой набор токсичных условий, да. Точно так же мы приглашаем там с фонда людей, да, с ними обсуждаем, и они переписывают и переделывают документы. Это нормально. То есть есть ряд еще других, ну, там, более технических условий, там, юридических, да, там, понятие, там, liquidation preference. Это когда будет ликвидироваться, ну, момент ликвидности компании, сколько инвестор получит, да. Стандартом считается вот, ну, хорошим тоном 1x. То есть, как минимум, вы свое тело забираете. Даже если компания ниже продается, то есть, недополучат фаундеры, а инвестора просто 1x считается нормальным стандартом, ну, везде в мире. А некоторые инвестора говорят, как минимум, я там 2x, 3x получу. То есть, они в первые в очереди забирают деньги, там, а потом ну, ничего не остается. То есть, это вот элементы такие вот, ну, грубости или токсичности, да, ну, еще и ряд других юридических моментов. Сейчас, если мы говорим о том, что у стартапа есть своя жизнь, свой путь, по которому он идет сперва у ангелов берет деньги, а потом на эти деньги условно таки растет, а потом по большей оценке привлекает деньги у венчуров, когда этот переход должен случиться? Переход с ангельских денег уже на... Ну, надо сказать, раньше фонды вообще заходили где-то с седа, редко работали на пресиде, но сейчас ситуация меняется. И фонды тоже начинают на пресиде Да, работать. есть пресид специализированные фонды, есть акселерационные программы, которые дают и обучение, и деньги еще. Да, поэтому сейчас на всем протяжении есть свои игроки, и ангелы, и профессиональные институты, фонды, VC-студии. То есть есть вообще такие акселераторы, куда можно прийти, не имея идеи. Просто имея свой опыт, где ты можешь прийти, там, встретить своего кофаундера, и в этой акселерации у вас появится только идея, и продукт, там, MVP будете делать. Но большинство все-таки, наверное, ангельских инвестиций – это до седа, и уже после седа большинство инвестиций – это уже фонды. Примерно так, наверное. Насколько хорошо то, что фонды заходят на ранний, ну, то есть рынок, где ангелы инвестируют. Ранее вы говорили, что ангельские деньги, в целом частные деньги, очень хорошо стимулировали рост венчурного рынка в Алмате. И сейчас этого же рынка, где ангел инвестирует, не сильно, ну, они сравнительно слабые там, в тот же самый там, Астане, Ташкенте и других. То есть В по цифрам. В Астане тоже ангельский рынок хороший. Ну, по цифрам, на самом я имею в деле виду. Алматы, Астана особо сильно, они очень сильно связаны. Да, поэтому там трудно разделить, и может и делить и не стоит даже. Вот. Какой вопрос? Я имею в виду, что вот условно таки, да, то, что венчурные игроки заходят на ранние этапы, насколько это хорошо, и насколько они смогут помочь рынку расти, как ангелы это делают. Потому что как-никак это же не конкретные люди, которые помогают на борду и ведут стартап. Ну, на самом деле они тоже полезны, потому что раньше сейчас такая тенденция, она, наверное, вообще по всему миру происходит, да, потому что вот сейчас с этим вот AI как тектонический сдвиг, да, и стартапы развиваются стремительно. И уже к сид-раунду они могут стоить десятки миллионов долларов. Очень легко и быстро, да, они могут там удваивать, утраивать, в 10 раз подняться за полгода. Поэтому
фонды же, они все равно коммерческие, для них всегда интерес, коммерческий интерес. Если они начинают искать вот этих звезд уже на приседе, чтобы зайти как можно раньше. И мы то же самое так ищем вот этих талантов, куда можно было бы зайти там на приседе, вот на примере даже нашего Хиксфилда, да, то есть мы туда зашли на уровне там, ну даже идеи там, да, и зашли по оценке $5 миллионов зашли. А сейчас, если мы говорим о том, что вот условно таки Хиксфилд, он очень быстро вырос, сейчас он недавно привлекал инвестиции $50 миллионов, и команда в целом базируется там. То есть они выросли из Казахстана. Нет, оно не там, вся команда базируется в Алмате. Все здесь. Да. Если мы говорим, вот есть ли какие-то метрики, точнее не метрики, есть какие-то свойства фаундеров, которые дают изначально понять, что этот фаундер, скорее всего, залетит. Ну, безусловно, да. Я когда встречался с Ирзатом, да, то есть, что я увидел? Я увидел, во-первых, что он выпускник РФМШ, да, точно так же, как и я, да, то есть, и, соответственно, я как алюмни, да, мы должны поддерживать, я должен поддерживать его, да. Вот. Второе, я увидел это невероятную компетенцию. То есть очень глубокую компетенцию, да, то есть человек, который как бы настолько глубоко работает в этой теме. Потом я же собрал референсы с рынка, получил массу лестных отзывов, и я понял, что это самый как бы такой эксперт номер 1 по AI в Казахстане. Лучше него никого нет. Вот. И я видел, что он является как бы, я не знаю, у него куча фанов своих вот среди молодых девелоперов, да, то есть он для них прям вот как ролевая модель. Вот. У него своя библиотека на гитхабе, то есть которой пользуются бесплатно там. В общем, вот, талант. У них, знаете, скорость работы, скорость инноваций. То есть, если вы посмотрите, как вот их продукт развивается, и вообще в индустрии сейчас говорят, вот AI очень быстро меняется, очень быстро можно MVP делать, очень быстро продукты, проверять гипотезы и так далее. И что является таким вот ключевой компетенцией, если всем это доступно, да? И вот эксперты все говорят, это скорость. Насколько быстро вы можете новые релизы проверять, что летит, откидывать, проверять новое. И находить то, что на самом деле летит. Да, они же тоже не сразу нашли, что летит. Конкуренция сейчас выигрывает. Да. Не кто тот, быстро умнее, меняется. все умные, кто быстрее. Кто скорость быстро проверки меняется, гипотез. Да. Вот если вы Хиксфилда посмотрите релизы, у них по 2-3 релиза в неделю. То есть внутри их продуктов 2-3 разных релиза. Пока там другие их конкуренты, там один там в месяц релиз делают, они 2-3 в неделю делают. То есть это, это скилл. Быстро. Но они работают невероятно, да. Конечно. Они у них там 6 на 7 они работают. 6 дней в неделю, там, и это не 8-часовой рабочий день. И модель, к которой они сейчас пришли, это она сейчас полетела, да, вот последние 3 месяца. Но чтобы до нее прийти, они тоже быстро экспериментировали, то проверяли. И вот это полетело, вот нашли. Это не просто они это сделали, они экспериментальным путем пришли к тому, что летит. Будучи являясь инвесторами Хиксфилда, они недавно, получается, отказали по продаже Мете Цукербергу. Правильно я понимаю? Да, это Ерзат заявлял, да. А насколько это, условно таки, как вы думаете, насколько это правильный шаг отказать? Ну, вы знаете, это происходило в условиях, когда компания росла, вот в этот период month-to-month growth rate был 170%. Понимаете? И поэтому согласиться на цену, которая еще месяц назад, казалось, была бы адекватной, но месяц прошел, и метрики поднялись на 170%. Это вот нереальные цифры просто и роста. Следующий месяц был уже 100%, понимаете? То есть такая динамика, да, то есть и сейчас, конечно, они уже большие, и у них темпы роста будут, может, не такие совсем сумасшедшие, космические, но они предполагаются все равно очень высокие, понимаете? Это означает, что они там, худая бурса, конечно, да, то есть в ближайшие там несколько месяцев должны стать, наверное, уже единорогом, наверное, по метрикам. Посмотрим, но как бы, пускай не 4, 6 месяцев там, или 8, но это уже вот такой вот. Ближайший год. Да, с такими темпами роста. А вот насколько сильно венчурный рынок поменялся с приходом искусственного интеллекта? То, что ранее стартапы росли там несколько лет, а сейчас, как я понимаю, такой рост он на несколько месяцев может быть.
Сильно ли повлиял искусственный интеллект? Самый знаменитый акселератор Y Combinator, и его сейчас генеральный директор Гэри Тен, он говорит, сейчас самое лучшее время делать стартапы. И парадокс становится в том, что все думают, это все сложнее становится. На самом деле порог входа сильно снижается. То есть раньше, чтобы вам сделать MVP, вам нужно было, если вы хороший бизнесмен, найти там технического кофаундера, кто умеет кодить, или самому научиться кодить, да. А сейчас вообще не нужно кодить, да. То есть Вайб-кодинг. Да, все с помощью инструментов вайб-кодинга делают прототип за вечер и быстро проверяют его, работает, заходит, не заходит, да. То есть порог входа очень сильно снизился, вот этим и поменялся. И поэтому сейчас многие стартапы нам приходят и говорят, вот мне нужно там первые деньги, чтобы вот это сделать. И мы уже говорим, ну ты же можешь без денег это сделать. Это возможно же, да, сделать. А почему ты не сделаешь и не покажешь, что это на самом деле вот востребовано? Докажи на маленьких цифрах, что это востребовано. Это очень легко сделать, да? Сейчас AI-агент, вот Арман Сульменов, ему надо 10 дней. Любого AI-агента сбацает. Он по просьбе Ильжана для нас сделал агента, который сам полностью анализирует питчдеки. Вообще так анализирует. Он такой выдает 6-страничный документ, да? У нас нет аналитиков таких в стране, которые бы такого уровня документ готовили. Серьезно? А вот если мы говорим о том, что, условно таки, можно делать MVP с помощью вайб-кодинга, а насколько качество количество увеличивается, потому что порог снижается, а качество, насколько этих стартапов, которые приходят? Ну, как бы от количества и выходит качество. То есть они все это создают, MVP делают, но кто его хорошо может задистрибьютить, продать, кто может показать вот эту кривую роста или очередь людей, кто хочет пользоваться этим Стоимость продуктом. проверки гипотезы резко падает. И быстрота. То есть раньше там, чтобы там, как надо сначала там провести кастом дев, да, потом в лучшем случае, или там какую-то идею запилить там, я не знаю, там 2-3 месяца сделать MVP, потом его вывести на рынок, ты проверяешь. Это чуть ли не полгода все занимает кучу денег и времени. То теперь все можно делать там вот с утра задумался, к вечеру сделал MVP, да, выкатил его куда-нибудь там, да, то есть... Сейчас многие даже MVP не делают, они делают лендинг, делают какой-то TikTok Reels, который говорит, вот мы вот это делаем, и смотрят, как он залетает на какую аудиторию, сколько там на wait-list подписывается. И этим вот чувствуют, эту идею делать или эту идею. Где больше wait-list, ту идею делают. А как инвесторы на это смотрят? Насколько вот условно-таки они вот эту идею, которую проверяют, грубо говоря, по конверсии, насколько они на эти данные смотрят? Ну, смотрите, вот когда вот инвестора говорят вот слово traction, да, traction это вот, это напрямую, как сказать, это доказательство того, что вы делаете что-то полезное для общества, что они готовы за это платить. Самый лучший трекшн это когда есть деньги, да. Если нет денег, то сколько там юзеров к вам приходит. Если нет юзеров, сколько людей хотят, чтобы этот продукт появился на вейт-листе там, и так далее, да. Поэтому вы любыми метриками количественными, которые можете доказать, что вы делаете что-то нужное, это и есть трекшн, и вы показываете его. Это не только, получается, денежные, финансовые метрики. Ну, это от может быть, бизнес-моделей там, зависит же, да. Active user, daily active user, это может количество доставок быть, смотря что критично для того, чтобы подтвердить вот этот так называемый product market fit. А есть какие-то сферы, которые, условно-таки, больше инвесторов не интересуют с приходом искусственного интеллекта? То, что вероятность того, что эта сфера там доживет, грубо говоря, там еще в ближайшие лет 10, очень мала. Ну, я вот хочу сказать про такой пример, как бы вот EdTech, да, он переживает сейчас определенный кризис, да, в венчуре. Я имею в виду классический EdTech, да, то есть различные онлайн-курсы, и их оценка резко упала. Примерно они сегодня стоят там чуть ли не 1 ревеню, да, то есть и новые проекты в EdTech, да, вот, которые имеют более-менее нормальные малтиплы и какую-то венчурную историю, это уже больше, наверное, именно проекты, связанные с AI. Вот. А простой, обычный, скажем, там онлайн-курс, сегодня уже как бы не айс, да, для венчура. Ну, как бы все понимают то, что вот индустрия образования это очень большой сегмент вообще во всем мире, да. И все понимают, что сейчас с помощью искусственного интеллекта, с помощью персонального обучения, то, что большой value будет захвачен, да. Но кем будет захвачен, пока никто не знает, да.
кто вот из больших гигантов бигтека это сможет сделать. А обычные классические, где ты там, ну, стандартно онлайн-курс смотришь, уже все понимают то, что это уже прошлое, а будущее будет это персонализированное обучение. А его еще никто не хакнул, да? Ну, кто хакнет, там будет все multiple. Ну, уже есть первые Да. проекты, вот когда есть там обучение по английскому языку с аватарами, да, и там уже высокие там KPI, там мультиплы по 30. Вот, и за этим будущее, я думаю. То есть, получается, классический формат обучения, который делали, условно, такие какие-то маркетплейсы курсов, они, скорее всего, не сильно могут заинтересовать инвестора, Да, ну вот без реально, учета искусственного да, мы интеллекта. вот недавно были на демо-дне и видим, там все равно до сих пор много этих проектов, связанных с онлайн-обучением. И обычно онлайн-обучение, оно уже для инвесторов не так интересно, потому что там уже, как сказать, ну, во-первых, конкуренция высокая, и это уже такой, скажем, наверное, больше уже private equity, чем venture. Да. Ну, то есть, вот, как сказать, вот есть инкрементальная инновация, да, которая там на чуть-чуть лучше, там в 2 раза, в 1,5 раза, там в 3 раза, а есть радикальная инновация, которая x10 эффективнее, да, и вот и AI дает вот эту технологическую возможность делать радикальную инновацию x10. То есть было вот так, с помощью этого в 10 раз эффективнее, в 10 раз меньше людей может работать там, и так далее, и так далее. Поэтому вот в EdTech, наверное, это видится, что вот такой прыжок должен быть. А в других, там, может, там B2B, SaaS, вертикалях, где и так эффективность, и так на пределе, которые AI давно использовали, там какая-то вот там... Вот еще 2-3 года назад были крайне актуальны low-код платформы, no-код платформы, да, вайб-кодинг все убил. Да, то, что конструкторы собирали, Да, уже теперь сейчас... просто, да, то есть Был можешь RPA. даже не писать, Да. можешь просто сказать там чату, я хочу вот то-то, 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 подробно расскажи, и он сделает. А сейчас, если возвращаясь к теме венчурным инвестициям, как мы сказали, переход уже исходя из чека уходит. Ну, то есть, когда стартап должен идти с ангела к венчурам, и какие они должны быть венчуры? Но это критерии зависит по от венчурам? размера чека и размера раунда, да, допустим, если стартап райзит там, к примеру, там, ну, до $500 тысяч, то такие раунды спокойно собираются ангелами. Да, то есть, если нужно уже там больше миллиона, 2-3 миллиона, то надо, конечно, идти к венчурам. Нужно иметь желательно какого-то лид-инвестора, да, то есть это опытный должен быть венчурный капиталист или фонд, который бы, скажем, с которым проговариваются все условия раунда, да, и он как минимум половину раунда сам занимает, и уже все остальные, со всеми остальными участниками раунда переговоры не ведутся, они просто присоединяются к этому вот раунду на условиях, с которыми уже как бы согласовал лид-инвестор. Но при этом лид-инвестор должен быть достаточно, ну, авторитетный, скажем так, наверное, чтобы все сразу соглашались и не вели там эти дискуссии. А как выбрать венчурного инвестора? По крайней мере, на момент, когда есть хорошие метрики, скорее всего, венчурных инвесторов, которые могут быть заинтересованы потенциально инвестировать, будет несколько. Если есть уже подтвержденная бизнес-модель и, соответственно, хорошая команда, куда проинвестировали уже ангелы. Как уже переход? Ну, в данном случае надо, я же говорю, всегда смотреть, что они вам могут, чем могут помочь. И на этом этапе. Да, допустим, вот как мы рекомендуем, да, допустим, вот нашим стартапам, которые дальше развиваются, кого, например, я говорю, ищите людей из индустрии, ищите людей, те, кто вам могут помочь консультациями, либо личными связями, да, то есть это крайне важно, особенно в США, например. Да, попробуйте зайти там в компанию enterprise уровня, просто так не зайти. Вот, нужно заходить через определенных людей, там, допустим, да, или наберите их в advisory board, или ищите их, чтобы они заходили ангелами. Они вам будут помогать своими связями. Это крайне важно. Да, то есть открыть двери, новый контракт, новые продажи, зайти в какой-то бизнес, нанять каких-то ключевых сотрудников, переманить, там, порекомендовать. Мы вчера, когда общались касательно человеческого капитала, который есть в Центральной Азии, вы говорили о том, что сырье так или иначе скоро закончится. Ну, по крайней мере, имеет определенное ограничение, когда она может закончиться, она, условно таки, имеет какой-то объем. И сказали, что новый там, экономический драйвер, который может быть для всех, условно таки, стран Центральной Азии, это люди. А как этот, условно таки, потенциал на данный момент вы оцениваете его? Ну, я лично вот убежден, да, что у нас вот новая нефть, да, это люди. Это наши
молодые предприниматели, это наши студенты, да, как бы очень талантливые, да, очень сильные, особенно в области STEM, да, и как бы это вот просто, ну, не знаю, не Богом данное, да, ну, наверное, Богом данное, да, вот, и это нужно, конечно, развивать, и я считаю, в этом будущее страны, да, и это будущее всех наших стран с этим связано, да, потому что сегодня, в завтрашний день выигрывают не те, у кого там нефть там или золото или еще что-то, да, выигрывают те, у кого мозги, да, вот этот человеческий капитал, вот эти проекты, AI, да, все это с этим связано. Вот. И сегодня на примере, допустим, у нас, вот, например, мы видим на примере того же Хиггсфилда, это же не просто проект, это же Gen AI проект, да. Таких проектов, извините, нет в Европе. А где они есть? Они есть в Китае, в США, вот, в Казахстане появился, слава богу, да. Это очень круто. Это показывает, что это же не просто один Ерзат, там вся команда топовая, да, там 30 человек, и каждый из них фактически эксперт и специалист, профессионал мирового уровня. За ними, кстати, началась охота. Охота в том смысле, что они получают уже там офферы от Perplexity, от бигтехов, как бы вот пока, да, вот Казахстан поставили, Хиггсфилд поставил на карту вот Gen AI, понимаете, это очень круто. Это говорит, что да, у нас есть такие ребята, такие таланты, и там же работают не только там просто там какие-то, я не знаю, технологические гики, да, там и клипмейкеры, да, которые мировые. Это вот посмотрите на всю эстетику, как это сделано. Это очень круто. Это прям показывает. Мы это все пушим и показываем, особенно для нашего родного там, правительства и квазигос. Смотрите, вот у нас страна талантов, да, у нас регион талантов, где мы можем и должны все это делать. Надо дать возможность все это развиться. И слава богу, как бы вроде там как бы вот все это откликается. Вот вы говорили в одном из своих интервью, что каждой стране, по крайней мере Казахстану, нужны единороги. Условно так, если вы смотреть со стороны, грубо говоря, обычного там стартапера, единорог, он должен быть в самой стране или же единорог мирового масштаба, как Ну, Хиггсфилд? у нас в своей стране как бы единорог в принципе есть, да, то есть Каспи, да, то есть я в принципе и Freedom тоже считаю единорогом на самом деле, да, то есть вот с точки, потому что в принципе, ну, компания очень сильно технологическая, вот. А Хиггсфилд это другой вообще уровень, это глобальный проект, он просто глобальный. Вся команда сидит в Алмате. Они продажи глобальные по всему миру продают. Их очень хорошо знают, понятно, на рынке США, само собой. Их очень хорошо знают в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Корее, везде, в Японии. У вас вчера было выражение Choco Family Mafia. Как вы думаете, насколько данные кейсы помогут рынку или не уйдут ли эти специалисты с этого рынка? Например, те же самые выходцы из, условно такие, Хиггсфилда, рано или поздно, условно таки, либо начнут свой проект, либо их схантят в другие места. Ну, не знаю, посмотрим. Вот знаете, мне кажется, во-первых, они все сидят на опционах. И то есть, когда у Бурса будет хороший там экзит, да, они все будут миллионерами. Ну, не все, но многие из них, да, то есть их уже просто так не схантишь. Им интересно и важно что-то новое делать, наверное, будет. Ну, Ерзат, помните, при последней нашей встрече говорил то, что он нанимает людей, предпринимателей, не работников. И он спрашивает, ты хотел бы когда-нибудь свой стартап? Если говорит нет, он его не берет. Да. То есть вся команда, они предприниматели. То есть там человек, там продакт, он отвечает за какой-то кусок, и он сам его тянет, как бы вот. Каждый заинтересован в своей части. Да. И, безусловно, пройдет время, там будет какой-то экзит, и будет мафия Хиггсфилда. Мы еще увидим эту плеяду невероятных там предпринимателей молодых, да, мы их еще увидим на рынке. Сейчас, если говорить про там венчурный рынок, который там оценивается в целом по Центральной Азии на 95 миллионов, который оценивался в прошлом году со стороны Райза, Казахстан, он довольно-таки огромную часть забирает, там 74 миллиона, как мне кажется. Мне кажется, в этом году Узбекистан нас подвинет. Условно таки, там количественных сделок очень много. Но по качеству эти сделки, которые, получается, сейчас недавно проходили, ну, то есть есть несколько, которые громкие и такие, грубо говоря, серьезные, но таких, например, проектов, как Хиггсфилд, по крайней мере, там еще не наблюдается. Как вы думаете, из-за чего там эти страны, не только Узбекистан, они отстают именно по части венчурной инвестиций? Я думаю, они не отстают. Это просто у каждой экосистемы есть своя эволюция.
Перепрыгнуть, наверное, можно, но обычно это идет каким-то эволюционным путем, и это зависит от многих факторов, да, и мне кажется, вот то, что сейчас происходит в странах Центральной Азии, это очень быстро происходит. Просто в Казахстане это началось немного раньше, вот, поэтому как бы мы эволюционно просто немножко, ну, по времени, да, вот, но развитие очень ускоряется, особенно мы это видим в Узбекистане, все это очень быстро происходит. И мне кажется, просто нужно время подождать. Что нужно? Нужно, чтобы было какое-то количество. То есть, да, то есть количество потом переходит в качество. Нужно, чтобы количество стартапов было, мерилось тысячами. Вот. И мы видим, что количество предпринимателей растет, но еще не так достаточно, как хотелось бы. Да? То есть их должно быть больше. Вот, и их будет больше. Ну, нужно время. И вот это гигантские усилия государства принимает, да, вот в Узбекистане мы видим, да, да во всех странах на самом деле, да, и в Казахстане, и в Киргизии мы видим. Вот, поэтому как бы очень быстро экосистема растет. Есть одна, ну, то есть, как стартаперы так или иначе появляются? Либо эти люди, которые в корпорации проработали долгое время, либо же, условно-таки, они пришли с других стартапов и начали свой стартап. А как вы смотрите на, ну, условно-таки, тех же самых базовое образование, которое даются этим стартапам? То есть, условно-таки, насколько, как это правильно сказать, насколько образование, которое дают вузы, готовят качественных специалистов, Вот, которые... очень хороший вопрос. Я вам скажу, во-первых, да, ну, вот, я скажу на примере Казахстана, да, потому что вот нам это ближе знакомо. Ну, во-первых, мы видим, ну, очень большой процент ребят, которые закончили за рубежом. Прям, ну, очень много обучилось студентов, ребят там за границей, в самых различных вузах, и мы видим, что это дает свои плоды. Да. И они не только там учились, они там поработали в западных компаниях, возвращаются назад. И прямо это вот, ну, замечательный такой вот слой. Также у нас есть, знаете, свой рейтинг университетов казахстанских, да, внутренний рейтинг. То есть это, грубо говоря, выпускников каких универов мы видим среди фаундеров стартапа. И вот это очень интересно. У нас как бы их всего там чуть-чуть, да, университетов Пару много. вузов, которые так Ну, не делают. пару, у нас это СДУ, конечно, да, это Демиреля, это КБТУ. И вот последние там 2-3 года Назарбаев университет очень много стал давать. Вот 3 универа, которые нам дают, ну, большую часть стартапов. Там нет нашего КЗНО, нет политеха, к сожалению, нет энергоинститута. Я не знаю почему. То есть это вопросы к ним, наверное, больше, да, чем к нам. Просто мы видим, вот откуда они Даже не приходят. приходят лиды. Ну, мы их не видим, просто вот их нету. Среди основателей их, ну, или их нету, или их там крайне мало, единично как-то, мы их не видим. Мы всегда смотрим бэкграунд, кто это и что это. Вот всего 3 универа основные генерят. На самом деле, как вы думаете, базовое образование насколько сильно влияет на... Ну, то есть базовое образование, я имею в виду вот тот же самый университет, который вы говорите. Стартаперу важно, условно-таки, тот, который стартап, который сейчас там, условно-таки, учится в каком-то университете, насколько... Это вот с чего мы начали разговаривать, да, вот сколько лет фаундеру, там, и так Да, далее, да. это оттуда. Вот, наверное, это самый большой миф, который вот по телевизору, то, что стартапер – это молодой, который бросил университет, не доучился, Да, да, есть это только такое. success story, это только там Все Стив приводят Джобс. там Марка Цукерберга, Да, да? Марк Цукерберг, Стив Джобс там бросили университет и так далее, да. Но это аутлайеры, это единица, редкость. А на самом деле это в первую очередь и сильно приветствуется, что он получил фундаментальное образование в той или иной индустрии, в этой индустрии 10 лет проработал. Потому что если у него нет глубоких знаний в этой индустрии, он не поймет, что там делать и как можно ее улучшить в 5-10 раз, да, не найдет боль. Поэтому это крайне важно. Хотя сейчас появляются кейсы, да, вот ребята 17, 16, 17, 18 лет делают шикарные продукты, получают, поднимают деньги. Вот конкретно на нашем рынке это мы видим, да, таланты, вот юные такие, это тоже есть. Но это аутлайер. Это аутлайер, Ну, то есть, да. Это исключение из правил. Такое тоже присутствует. Ерзат тоже аутлайер, да, учился, не доучился. Он не закончил универ. И у него работает много кто, Даже ну, уже бросают учебу, чтобы... Да, вот Орлан, да, который там привлек там где в Великобритании 1 000 000 фунтов, и потом еще в России его сразу забрали, а теперь он там новая звездочка, да, пацану 18 лет. Вот умница, талант. Я на самом деле слежу за этими историями. Все же вот условно-таки, да, где вот стартаперам учиться или готовиться, потому что, по крайней мере, если мы говорим, аутлайеры всегда незаметнее, потому что у них есть определенная легенда за ними, которая говорит о том, что там они бросили университет, они Ну, это все... видите, аутлайер становится аутлайером, когда
он уже доказал Добился success, этот а других-то success. мы не видим, которые неудачи получили. А у кого есть фундаментальное образование и фундаментальное знание в той индустрии, и он в этой индустрии делает стартап, у него шансов поднять фандинг и добиться успеха намного выше, чем у того, кто бросил университет и не имеет опыта. Если мы идем к глобальной сети, условно таки мы там с ангелов начали, к венчурам пошли, а как стартапам из Центральной Азии, на примере Хиксвельта, на примере других стартапов, выходить уже на мир, на глобальный рынок? Опять же, это зависит от бизнес-модели, да? То есть вот то, что Хиксвилл делает, они на передовой, вообще вот генеративный искусственный интеллект, видео еще самым сложным, да, видео работает. Они сейчас работают больше по модели B2C, сейчас хотят B2B быть. И для Ну, этого не обязательно да. быть вообще в США. То есть, если вы продаете что-то дешевле $3000, вы хоть откуда, хоть куда можете это продавать. То есть не требует личных встреч. Ранее одному спикеру я задавал такой вопрос, и все же повторюсь, вот условно таки, да, стартаперам, которые здесь сейчас развиваются, будучи которые тут находятся, как ребятам из Узбекистана, Казахстана делать мировые стартапы, которые залетят, да, будучи не видя этот мир, будучи находясь вопрос здесь. очень часто так задают, да, и, соответственно, просят каких-то рекомендаций. Но, во-первых, хочу сказать, единого рецепта нет. Да, но мы можем сказать какие-то там тренды, да, как это может быть, да. Мы все равно, вот, допустим, если B2C, теоретически вообще можно, да и практически можно все запускать вообще, к примеру, с Казахстана, да. Ну или с Ташкента. Нужно там просто возможность там платежей и так далее, да. Вот у нас вот конкретный пример, у нас есть компания там Хиксвилл, да, которая, сидя в Алмате, там продает по всему миру, да, замечательно. У нас есть не менее замечательная компания Zimran, да, Финелла, да, который является вообще по рейтингу Newsweek номер 1 на рынке США, онлайн-платформа Education and, в Education. Да, просто невероятный, да, кейс. Вот. Они тоже сидят в Алмате, вся команда. Никто в США не работает, они все здесь сидят. Они здесь у себя дома, здесь, извиняюсь, даже зарплата дешевле, да и проживание дешевле, все дешевле. Вот такие вот мирового уровня компании здесь сидят и работают. Вот. Но если вы работаете в B2B, наверное, все равно надо туда ехать. Да? Почему? Потому что нужно понимать, да, нужно все равно вот этот custom dev проводить, надо встречаться для того, чтобы лучше понимать обратную связь. Да. Мы говорим, все равно лучше сначала потренить здесь, конечно, да, то есть попробовать какие-то модели, что да, и нужны деньги для выхода все-таки на рынок США, да, нужны там, ну, со 100 тысячами там. Ну, бывает, конечно, и так, да, что вот там пришел, и сразу там инвесторы нашлись, но, как правило, американские инвесторы венчурные хотят видеть сначала американский трекшн, вне зависимости от того, что у вас там было в Казахстане, в Узбекистане. Когда вы приезжаете в Америку, они говорят, покажи сначала здесь, что это здесь продается, потом я буду готов с тобой разговаривать. Но мы это говорим про передовые бизнес-модели и самые востребованные продукты и сервисы, которые, ну, везде в мире сейчас востребованы. Но зачастую в наших регионах есть, ну, не сразу востребованы, а есть там копи-пейст модели, да, которые зарекомендованные бизнес-модели в других странах привносят в наш регион, ну, и повторяют, да, поэтому, ну, для них другой путь, для них путь это как бы только наш регион и захватывают существующую бизнес-моделью наш регион, где у них first mover advantage называют, или географический арбитраж, да, там посмотрели, это работает, тут никто не делает и быстро это исполняет. Все же вот со стороны инвестора, как вы думаете, как правильно копипастить эти продукты? То есть, условно такие, я имею в виду, что какие проекты стоят копипастить, а какие там лучше не трогать? Ну, зачастую все копипастится как бы здесь. сказать, вот есть бизнес-модели, там вот маркетплейсы, там Uber, разного рода агрегаторы, классифайды, да, вот есть они уже, ну, заняты, да, что у вас в стране, у нас в стране, и цена входа, ну, очень огромная, да, что новый маркетплейс открыть, ну, нужно там минимум там, 5-10 миллионов долларов. 100. Если не 100, да? Если General Ну, если, Marketplace, да, если не нишевой. и речь о Казахстане, я думаю, в Узбекистане примерно так же, да, там 100 миллионов долларов Да. сейчас. А зачем такие большие деньги инвестировать и там драться с ними за талант, за вот это, ну, уже занят этот рынок. Есть более копипейст другие модели, да, которые только недавно стали там актуальными за рубежом, но еще у нас никто их не привнес, да. Такие модели тоже можно посмотреть и привнести, и если вы работаете в той или иной индустрии, там, не знаю, финтех, там, или это HR-тек, или EdTech, это можно подсматривать, притаскивать. Ну, и мы видим, это происходит и у нас на рынке, и у вас на рынке.
Есть в последнее время там прям идет и здесь обсуждается, есть один термин, который сильно обсуждается в последнее время, и она звучит таким образом: государственные деньги для стартапа – это токсичные деньги. Что вы на это скажете? Ну, не всегда, скажем, все зависит от конкретных условий. Если взять, например, США, мы видим там, там государственных денег, наверное, я не знаю, я их не видел вообще. Там все частные деньги, да. Вот. Если смотрим Европу, да, то там почти 50% это государственные деньги, которые не напрямую, конечно, приходят через фонды, а у фондов уже где-то 50% это примерно государственные деньги. То есть европейские как бы государства очень сильно поддерживают, да, и пытаются развивать все это активно. А у нас? У нас, ну, в конкретном случае про Казахстан, да, у нас государственных денег крайне мало, почти нет, я бы сказал, там. Вот, в основном частные деньги, и это может тоже не очень хорошо, в том смысле, что их не хватает. И у нас реальные вот кейсы компании, допустим, вот у нас Чока продался, да, стратегам, а он мог бы дальше развиваться. У нас просто не было фондирования для Чока дальше. Потому что Чока там на раунде поднял, там, по-моему, 5 или 6 миллионов, и дальше ему надо было поднимать уже минимум 10-15. У нас нет таких фондов. Он бы рос дальше, и замечательно бы мы имели бы большую компанию, команду свою, которая бы на равных там конкурировала там и с Яндексом, и с Глово, и, там, и так далее. Вот. Но не было таких фондов, и в итоге ему пришлось продаться, он весь продался, это экзит, тоже неплохо, но он мог бы дальше расти. Мы вот уже 2 года там бьем в колокола здесь и говорим: ребята, нам нужна государственная поддержка, нам нужен фонд фондов, нам нужно насытить, нам не хватает примерно там $100 миллионов в год. Для рынка Казахстана только, для того, чтобы дальше эти проекты могли развиваться. Тот же Хиксфилд мы могли отсюда бы финансировать, на самом деле. Все равно они здесь сидят. Да. Какие проблемы? А сейчас как с этим вопросом? Ну вот сейчас они объявили же о создании фондов. На 1 миллиард. Да, 1 миллиард. Ну, по-моему, собрали там пока там сумму там где-то, я боюсь соврать, там что-то 100 с чем-то миллионов долларов, там 130 или 170. И я надеюсь, что до конца года они уже начнут фондировать, но до сих пор на рынке этих денег нет. То есть 25 год, вот он уже движется в сторону завершения, но этих денег нет, и опять на рынке только частные деньги, их явно не хватает. То есть у нас все есть, да, то есть нам нужно просто вот добавить денег для того, чтобы все это еще бурно росло. И мы видим, как это сделано в Узбекистане, да, где уже там, я не знаю, по-моему, больше там 200 миллионов долларов, да, пришло на рынок государственных денег. И уже казахские стартапы выстроились туда, там в очередь, да, за узбекскими деньгами. Вот. Мне кажется, должен быть баланс. Вот. Когда 100% государственные деньги, может, это тоже не очень правильно. Вот. Нужен определенный баланс, чтобы было рыночное все-таки отношение. Когда частник инвестирует, это всегда рыночные отношения. Когда государство инвестирует, не факт. Ну, мы все это знаем, вот, ну, на примере Казахстана, да. Да. Еще добавил бы, вот государственные деньги, почему не рыночно, то есть вот ими все равно управляют конкретные физические лица, да, и когда это деньги государственные, все равно дополнительная ответственность появляется, там, эмоциональная и так далее, что можно упустить хорошие инвестиции, да, боясь принять неправильное решение. То есть это тоже, наверное, может быть. Возвращаясь очень в темы, которые мы ранее затронули, ангельские и венчурные инвестиции, очень из важных моментов, которые там, условно таки, зачастую вы требуете, и другие ангелы отсюда требуют, это юрисдикция. Условно таки, почему она столь сильно важна для того, чтобы там стартапы понимали, почему это важно? Юрисдикции, то есть законы, которые у нас в постсоветских странах, есть они все, я думаю, имеют там глубокие советские корни и все болезни, которые оттуда идут, да. Что мы о чем мы говорим? Мы говорим о том, что мы не видим достаточной защиты миноритарных акционеров. Ну, это ТО в Казахстане там, или ООО в России. Там, вот. В Узбекистане, я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, примерно такая же ситуация, когда миноритарии недостаточно защищены, когда прав почти нет, могут размыть очень легко, да, и правды не добьешься. И второе, не менее важное, может даже более важное, это защита интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности. Потому что вот мы же инвесторы, мы заходим в очень небольшие пакеты, там может быть 3, 4, 5%, ну максимум до 10%. Мы миноритарии. И единственное, что мы покупаем, мы не покупаем столы и компьютеры, да? Мы покупаем часть intellectual property.
часть интеллектуальной собственности, она должна быть правильно оформлена и правильно защищена. К сожалению, у нас законодательство, допустим, в Казахстане есть, там прописано вроде как-то, да, но реально в практике оно не работает. То есть подать в суд там, или чего-то добиться крайне сложно. То есть позиции есть, но не работающие. Вот. А в английском праве это как бы все уже имеет свою историю, опыт, практику. Да, и почему? Потому что, допустим, невозможно уже сегодня, чтобы там фаундер из Казахстана там разругался со своими инвесторами и сказал, да идите, я поеду там в Европу или в США, я начну этот проект сначала. Не получится уже, нет, извините, у тебя документы подписаны, и ты не имеешь права, потому что в тебя уже вложили деньги, и ты уже не единственный собственник этой интеллектуальной собственности. У тебя вот есть там обязательства перед инвесторами. Ты не можешь просто взять и сначала начать. И ни один человек с твоей команды тоже не может этого сделать. Его уволишься, допустим, он уволился и рядом начал такой же проект. Тоже нельзя уже. Это защищается, получается, эти Да, юрисдикции. Да. Она, на каком этапе важно вот эту юрисдикцию думать? То есть изначально, когда там идея только зарождается, делается, создается, или же все же на каком-то этапе надо это делать? Потому что если мы говорим о Казахстане, это сразу можно, ну, по крайней мере, да, зона здесь находится, доступ намного доступнее, чем там в Кыргызстане находиться, в Узбекистане. В какой момент нужно будет на эту Иногда юрисдикцию стартапы переходить? начинают просто с ТОшки какой-то, да, ну, если у них там где-то типа чуть-чуть полетело, они приходят к инвесторам. Как только они доходят до инвестора, первое, что мы делаем, мы его отправляем в МФЦ. Потому что мы не хотим заходить в ТО. Зачем нам это? Это риски неподконтрольные, да, то есть мы говорим, иди в МФЦ, потом это как бы недорого, это быстро, и это доступно для всех. Я хочу сказать, для граждан там Киргизии, Узбекистана и Казахстана одинаковый доступ. По времени, по деньгам, там нет никаких ограничений вообще. Пожалуйста, то есть любой может. И у нас куча компаний. Вообще МФЦ создавался, я так понимаю, для иностранных больше даже, да? И даже ездить не надо, онлайн можно открыть. Да, да. То есть нет никаких проблем. И для нас это прямо, я хочу сказать, вот, ну манна небесная. У нас вся экосистема сидит в МФЦ. Все фонды там, да, все, как сказать, стартаперы. Вот. Ну, это же и удобно, и там классно просто. Сейчас, если говорить про основные драйверы, которые, условно таки, продвигают экосистему стартапов в Казахстане, в Центральной Азии, как вы думаете, какие эти драйверы есть и что не хватает рынку для того, чтобы она быстрее Ну, росла? драйверами является, конечно, вот у нас вот уже история успеха, которая есть, да. Также большим драйвером есть большое количество вот молодых предпринимателей. Их прям очень много, это замечательно. Определенные государственные программы, которые помогают на уровне акселерации. Вот большой вклад Астана Хаб, очень большой вклад там моста, да, в этом плане есть. Вот местный акимат, я знаю, финансирует программы, да, в том числе и в Алмате. Очень положительный опыт, я его всячески приветствую. Они как раз помогают акселерировать, да, то есть вот эти молодые проекты, да, то есть помогают им взрастить. А какие проблемы, да, вот у нас, ну, первым мы уже говорили, проблема фондов, то есть нам необходимы деньги. У нас где-то деньги до седа есть на рынке, да, то есть раунды до миллиона мы спокойно закрываем. А вот, скажем, ближе к раунду A, когда нужны там чеки там несколько миллионов долларов, таких уже денег нет, и нам нужны такие фонды. И вот, дай бог, они сейчас появятся, да, то есть фондом. Вот Алем, он открылся, уже зарегистрирован. Но есть еще одна серьезная проблема, да, которую мы видим на рынке. Что важно для того, чтобы важен экзит? Да, без экзита все теряет смысл. Вот. И если это стратегия. Это стратегия, это компании, да, большие enterprise уровня, которые бы покупали эти стартапы. И вначале, скажем, их было очень мало в Казахстане, да их до сих пор, скажем так, совсем немного. Да, и мы именно по этой причине мы пушим наши стартапы выходить за границу, потому что мы не видим здесь для них экзита. Вот. А у нас как бы сегодня стратегов, которые покупают стартапы, вот как пальцев на одной руке. Все. То есть это там Тимур Турлов купит, да? Хэштег, да? То есть это Тимур Турлов, да, с Фридомом, да, конечно. Он неоценимую поддержку оказывает, да, всей экосистеме, да, покупая стартапы, развивая, просто супер. Вот. Халык начал покупать, да, то есть там Каспий там что-то покупает, ну и другие. Сейчас оживляет система, но этого недостаточно. Этого явно недостаточно. А что нужно, чтобы она, условно таки, росла? Какая-то информационная кампания? Ну, или... мне кажется, знаете, нужно немножко вот, чтобы майндсет наших
стратегов менялся. Потому что такое покупка стартапа? Это задел на стратегическое будущее. Потому что никто сегодня настолько вот это АИ, новое технологическое развитие дизраптит все отрасли без исключения. Не только финтех, да, и банки, все отрасли. Что если большая компания занимает определенные рыночные позиции, если она хочет хотя бы сохранить эти позиции через 5-7 лет, ей нужно вкладывать, во-первых, свои средства немалые в собственное развитие, внутреннее развитие. Но кроме этого, не факт, что собственные разработки выведут и помогут ей удержаться на плоту. Опыт мировой говорит, что совершенно не факт. И нужно смотреть чемпионов на рынке, этих стартапов, выращивать их, делать свои какие-то там акселераторы или какие-то гардены, да, то есть там песочницы, чтобы они были рядом, и лучших из них покупать. Это и люди, это хедхантинг, и проекты, да, тогда, чтобы через 5-7 лет они не проиграли вот эту технологическую гонку. Мы видим, какие драматические изменения произошли на банковском рынке за последние там 5-7 лет в Казахстане. Все свидетели, да, просто вообще невероятные. Вот. И это будет дальше продолжаться. По всем другим секторам. Да. И вот эти вот истории успеха, которые вот вы говорите, они же уже есть. И, может быть, там не на наших рынках, а вот посмотреть вообще историю развития всех вот больших компаний сейчас, они все успешны, потому что они поглощали стартапы, да. И вот, допустим, там Facebook купил Instagram, там сколько там, 9 миллиардов или 19 миллиардов, но спустя столько лет мы видим то, что чуть ли не половину прибыли компании Мета, это Инстаграм, да, там 30%. Ну, конкретно, вот, это кажется где-то там, да, за океаном, а у нас да. не так. На самом деле все так же. Так Смотрите, вот, допустим, Фридом купил там Авиату, да? Он купил, что он купил? Он купил там свою долю на рынке travel. А все, у нас вот весь рынок уже распилен, там больше покупать некого. И все, допустим, те, кто оттуда зашел, кто? Каспий зашел, да? Они тоже купили там стартап, да? Зашел Freedom, вот, и больше там никого нет. Да, других компаний нет, и другие все, теперь вот вся вертикаль, да, она там, я думаю, миллиардами, да, она будет пилиться между двумя этими банками. Вот. Попытки других банков создать свои там какие-то приложения, они есть, но они не очень успешны, скажем так. Ну, к сожалению, сейчас очень много видим то же самое в Узбекистане, например, сейчас видим, что какие-то крупные игроки пытаются свои R&D-хабы делать и там же все пилить. В Казахстане уже наелись этим. Вот это прошло, то есть каждый банк считал, что мы супер умные, мы супер грамотные, у нас куча бабла, мы сами все сделаем. Вот. Но в итоге, как бы, понимаете, вот банк это есть банк, это финансовый институт. Он столько кардинально отличается от технологической компании, да, по своему мансету, по людям, по всему. И это иллюзия, что банк может вот что-то сам сделать, свой маркетплейс, например, да. У нас несколько банков пытались сделать свой маркетплейс, но нет, ничего не получается. Кучу денег тратят, не получается. Это же вот талантливые люди создают, да? Если он талантливый программист, там, и я ресерчер, если он идет в корпорацию там, или в Big Tech, ему платят очень большую зарплату. Да, и чтобы вы понимать. Но если он идет в стартап, он работает на меньшую зарплату, но имеет какой-то опцион в будущем, что больше заработает. И следовательно, да, стартап создает какую-то инновацию быстро, эффективно, и плюс суперталанты работают за дешевле деньги. Да, и, следовательно, легче вот поглотить вот еще это все. Несколько примеров с рынка привести. Например, вот FoodTech, да, в Казахстане за него прям драчка идет, потому что уже примерно его оценили, он примерно оценивается там через там, чуть ли не в 3 миллиарда долларов, да, то есть серьезный, хороший кусок. И со своей стороны Каспий, да, он что сделал? Он там объявил 75 миллиардов тенге, да, это почти так. Тогда, когда объявил, было 150 миллионов долларов, инвестиции в iMagnum, да, то есть доставка и все, вот он развивает это вот борьба. Второй проект это Freedom, да, он купил Арбуз, он купил там, что он еще там, еще какие-то, по-моему, пару проектов, да. Найми, Авиата. Да, то есть вертикально. в фудтеке, да, и тоже в этом будет участвовать, да, то есть тоже хочет в этом пирге поучаствовать. Вот Сулпак, да, по-моему, владелец Сулпака, там они тоже делают свой вот этот Арбофреш, Технодом, да, Арбофреш, да. То есть тоже там свой кусок делают. Сейчас в эту гонку кто у нас включился? РБК, да, который купил долю, по-моему, у Аскара Байтасова в этом кусочек фудтека, да, тоже хотят как-то участвовать. То есть все понимают, что надо занимать место на вот этих вертикалях, да, потому что потом, когда пирог будет поделен, заходить и отгрызать эти доли с помощью там кэшбэков, это будет стоить вообще нереальные деньги. Вот.
И это же не единый вопрос, да, допустим, сейчас там вот платформы занятости, да, вот это всех интересует тоже, да, вот. Все, что вокруг индустрии автомобильной, да, допустим, то владение, ремонты, запчасти, Страховка. Да, и все вот эти вертикали начинают между собой пилить, делить. И, соответственно, очень быстро это разделится, да, и все, кто опоздал, тот не успел. И потом туда пробиться будет уже невозможно. А ведь это же жизнь началась. Мы сегодня видим вот на примере Каспия, да, люди живут в этом приложении, все свои потребности. И все банки хотят также, чтобы частотность пользования приложений была высокая, чтобы они могли все свои основные потребности закрыть. Купить путевку, купить билеты, да, купить билеты в кино, купить билеты в театр, я не знаю, машину отремонтировать там, купить что-то там, запчасть. Все вот, что внутри оно было. Вот такая вот конкуренция сейчас жесткая идет. Я думаю, то же самое происходит в Узбекистане. А насколько важно вот этот обжечься, чтобы уже майндсет поменялся? Или Уже можно какой-то... обожглись, мне кажется. Уже обожглись. Мы же регулярно встречаемся и видим с нашими стратегами. И я скажу, если еще несколько лет назад так поглядывали сверху вниз, все на венчур, да, то сейчас отношение изменилось. Готовы встречаться, готовы обсуждать для всех. Все поняли, что это ключ к завтрашнему дню. Это не отразится сегодня. Сегодня банки себя замечательно чувствуют, у них большая прибыль. Это отразится через 3-5 лет. Вот, и все это понимают, что это жизненно важно. Лучше сейчас потратить там какие-то деньги, да, для того, чтобы не вылететь на обочину через 3-5 лет. Касательно факапов, ожогов, о которых мы сейчас говорим, это происходит же не только с банками, это же происходит еще с ангелами. Условно, такие ангелы, которые, грубо говоря, очень большие деньги выкладывают в стартапы, а потом все же начинающие ангелы. Как им, условно таки, мы говорили о том, что присоединиться к этим клубам, но все же еще есть какие пути, чтобы все же не делать эти ошибки? Для хайнетов, людей, которые там серьезные деньги есть, конечно, можно начинать. Там на самом деле не так много вариантов, да, то есть это первое, это стать там, идти через клубы, да, то есть как ангел, лично самоучиться. Вот, многие заходят как LP, да, в фонды, да, и финансируют их. И при этом, если есть амбиции самому стать инвестором, да, в том числе можно с фондом тоже договариваться, что он дает возможность коинвестирования, да, то, что они как-то помогают им, обучают. Такое тоже возможно. Но больше, конечно, там все-таки такая модель, что человек ложит деньги и спокойно потом просто получает отчеты, особо там не участвуя во всем этом процессе. Управляющая компания уже этим занимается. Да. А когда человек без опыта пытается напрямую все это делать, то вероятность успеха, она невысокая, скажем так, меньше 20%, мне кажется. Это оптимистичная цифра. Да, хотя человек кажется ему, да, вот у меня есть опыт, знания, да, зачем мне кто-то там еще, да, ну вот, а жизнь, она вот такая показывает. Нельзя забывать, что из 18 видов assets венчур самый рискованный. Вот это прям вот люди забывают и забывают. Мы всегда говорим и всегда там как бы дисклеймер делаем, не забудьте, венчур крайне рискованный. Вот. И там совершенно своя особая специфика есть. Вот. И ваш предыдущий опыт, он важен, но он далеко не всегда релевантен. Если говорить про MI7, получается, вот вашу экосистему, которую ангельский клуб имеет, венчур имеет, регату имеет, как к вам попасть, ангелам? Ну, это очень просто. Надо зайти на mi7.vc, там есть кнопочка Join to Club, и все. Заполнить анкету, значит, вот Ельжан, SEO клуба, он свяжется и все подробно объяснит. Не просто заполнить, я буду собеседовать, да? Ну да, будет собеседование. У нас есть процедура комплайенса определенная. А кто же может попасть туда? То есть к нам по 2 критериям. Это первое, вам должно быть интересно развиваться в венчуре. И второе, у вас должна быть готовность непосредственно инвестировать в венчур, да, в проекты. Мы говорим то, что вот про диверсификацию, то, что про чем мы до этого рассказывали. То есть нужно минимум там 5-10 проектов в год заходить, чтобы на протяжении 3-4 лет собрать свой портфель. Если вы не готовы там в 10, 20, 30 проектов заходить, то лучше в эту индустрию не залазить, потому что опасно все потерять вообще. Поэтому портрет, кто к нам приходит. Первое – это сами стартаперы, которые построили какие-то уже технологические компании, сделали какие-то экзиты, заработали средства. Они и так знают, как все работает, да, приходят к нам. Второе – это
корпоративные топ-менеджеры, да, которые в какой-то индустрии уже много лет работают, добились высот и очень хорошо свою индустрию от и до знают, и эти могут быть полезны для наших стартаперов и понимают, куда они инвестируют в своей вертикали. Потом это high net worth individuals или family office, которые у этих high net worth есть. Они аллоцируют в разные классы активов, там и фондовый рынок, там и недвижимость, и банды, и облигации, и так далее, и в том числе хотят изучить, что такое венчур. Им в первую очередь интересно, почему? Потому что у них другие есть какие-то большие бизнесы, диверсифицированные бизнесы. Инвестируя в венчуры напрямую, смотря проекты, они расширяют свой кругозор, смотрят тренды, смотрят актуальность, и с помощью этих знаний и трендов могут менять стратегии своих текущих больших В бизнесов. этом контексте можно небольшой, да, то есть я хочу сказать, вот Илья Стригулаев, да, это вот профессор Стэнфорда, выпустил замечательную книгу, да, то есть Venture Mindset, и эта книга не для венчуров. Вот что самое удивительное, это книга для предпринимателей, для управленцев высокого уровня обычного бизнеса, где он говорит, как вот этот venture mindset помогает в обычном бизнесе, как много там инструментов по управлению рисков, по всему, да, которые можно и нужно применять сегодня в обычном бизнесе. Вот прям я всем рекомендую, его можно прочитать на русском, на казахском, на английском языке и прослушать в любых вариантах, кому как удобнее, да. Вот, ну прям, это, еще раз говорю, это не для венчуров. Для венчуров там, в принципе, ничего нового нет, все понятно, да. Это для предпринимателей таких классического, ну, обычного бизнеса, скажем, да, очень интересно. Я такой небольшую рекламу сделал, да, книжки. Я ссылку поставлю в описании, чтобы посмотрели. Вроде всех я уже перечислил. Вот портрет тех людей, кто хочет присоединиться и в венчуре начать инвестировать. Вы, получается, это критерий по каким-то там, условно, гражданству, по локации, таковых нет? Или У всё нас же есть какие-то мы эти- структурируем сделки с помощью платформы, и эта платформа нам делает мировой комплаенс по американским стандартам. То есть это там нельзя быть гражданином санкционных стран, нельзя там быть ПЭПом, нельзя там быть каких-то санкционных списках, еще что-то. То есть как за рубежом в крутом банке, если вы открывали бы счет, как вас проверяли AML, anti-money laundering и KYC Know Your Customer, такую же процедуру нам Да, под это в ключ оказывает соответствии наш подрядчик. вот, на сайт-каре в соответствии с законодательством США. Да. Какие же все же советы вы дадите стартапам, в первую очередь, а потом все же ангелам, чтобы они росли не только локально, но и регионально, и уже пошли в глобальный рынок? Ну, для стартапов я что хотел бы сказать. Вот есть классические ошибки, да, они прям вот, ну, как правило, у всех одинаковые, да. Первая ошибка – это когда неправильно, скажем, распознана проблема или боль на рынке. То есть вот 50% почти стартапов, да, имеют иллюзию, что они решают какую-то насущную боль. Вот. И они порой бывают делают там MVP, потом, значит, выводят на рынок, теряют время, деньги. Не забывайте проводить custom development. Да, как бы это недорого стоит, да, то есть, но крайне важно. Если это B2B, минимум 30, да, интервью, если это B2C, там чем больше, тем лучше, но не меньше 100, конечно. Это прям сэкономит сильно время и деньги. Вот, это первое, да. Вторая немало также ошибка – это ложное понимание product market fit и попытки масштабирования невалидированной модели. Тоже очень часто встречается ошибка. Вот. Ну, это вот на старте две самые такие большие ошибки. Вот мы говорили много про образование и про экспертизу в той или иной индустрии. Если вы 10 лет работали в финансах, делайте стартап в финансах. Да. Сейчас есть новые там направления, где и AI присутствует, и там, если вы в фондовом рынке, есть AI плюс фондовый рынок, где какие там продукты, сервисы можно оказывать, да, и строить компании. Если вы там, не знаю, в ресторанном бизнесе, делаете инновации в этом направлении, да, потому что вероятность поднять деньги, что вы в какой-то индустрии, а приходите в другую, то вы там ничего не знаете. И вы конкурируете с теми, кто там все знает, да. То есть основное это до product market fit есть founder market fit, да, значит, что венчура очень сильно смотрят, да, поэтому
Вот это, наверное, бы я подсветил для фаундеров. Мгм. А инвесторам? Инвесторам, которые хотят к вам прийти или хотят в целом инвестировать на этом рынке, что бы им важно было бы знать? Ну, перед во-первых, началом? что самостоятельно инвестировать можно, но это самый дорогой метод обучения, да, то есть учит, правда, не так быстро, но очень эффектно. То есть вероятность поднять, еще раз говорю, вероятность потерять деньги 90% плюс. Вот это просто статистика, да, не забывайте про нее, пожалуйста. Вот. Второе, конечно, для инвесторов надо понять, зачем вы туда приходите. Если вы просто приходите за деньгами, я бы настоятельно рекомендовал вообще вложиться там в S&P 500, сильно не париться, да, то есть вот. Кстати, статистически доходность фонда в среднем, она примерно на уровне S&P 500 и находится, средняя. Вот. Чтобы вы понимали больше про риски, я вам скажу, что даже если мы говорим про американские там, фонды венчурные, профессиональные, которые работают в долине, 50% из них убыточных. 50%. Задумайтесь, эта цифра. Когда мы говорим там про какие-то там фонды там со звездными там иксами, да, их там не так много. Их там меньше 3%, может 2%. Совсем мало таких фондов. Как бы большая часть вот так вот. Вот. Второе, как бы, вот какая мотивация должна быть, да, у инвестора для того, чтобы туда идти. Это, конечно, возможность учиться, да, то есть сейчас настолько быстро меняется вот эта технология и прогресс, что, мне кажется, просто сидеть и смотреть со стороны, не то, что скучно, но хочется поучаствовать. И в этом смысле венчур дает такие возможности. Да, когда вы можете в этом непосредственно участвовать, вы выслушиваете кучу питчей, знакомитесь с кучей людей и учитесь каждый раз от кейса к кейсу, обучаетесь. И это приводит к тому, что вы становитесь экспертом, приводит к вашей востребованности на рынке как эксперт, а вы снова эксперт, да, то есть, потому что нельзя просто так сидеть и оставаться, да, там. Да. Вот. И второй момент, не менее важный, вы можете свой уже накопленный опыт и знания, а это с возрастом приходит такая потребность тоже, поверьте, да, что ее просто передавать молодым предпринимателям. Это тоже важно для того, чтобы человек ощущал какое-то качество жизни. Вот. Это потом, и третий момент – это нетворк с замечательными, там, очень талантливыми людьми, да, по всему миру, да, это вообще дорого стоит. И последнее – это вот заработки. Это самое высокорискованное, поэтому, как мне кажется, идти туда просто ради денег очень. Если делать что-то с душой, с удовольствием, обязательно получится. Еще и заработать удастся. На самом деле, мне кажется, что мы большинство тем, которые мы сегодня планировали, затронули. Если есть какие-то темы, которых дополнительно хотели бы затронуть, мне кажется, мы можем это тоже затронуть. Я хотел бы обратиться вот к нашим стратегам Да. и в Узбекистане, и в Казахстане, и вообще во всех странах Центральной Азии, что надо поверить в наших молодых предпринимателей, в наши таланты, они у нас есть, да, и максимально им помогать, потому что кроме нас им помочь некому, да, нужно им открывать двери и возможности, это будущее страны, давайте откроем для него двери.